Сегодня я хочу представить вам фонд «Внимание». Учредителем фонда выступают городские проекты. Как вы знаете, в своем блоге на varlamov.ru и не так давно на своем YouTube-канале я вам много рассказываю об урбанистике и архитектуре. Сегодня я хотел бы рассказать вам о некоторых преступлениях, которые произошли недавно в России. Мэрия Омска выставила на продажу кованые ворота, соединявшие два дореволюционных дома в самом центре города, как минимум с 1910-х годов. Цена вопроса всего 65 тысяч рублей, но у мэрии не нашлось денег на их сохранение, поэтому их решили продать на металлолом. В Краснодаре уничтожили историческую мозаику, на содержание которой тоже не было денег. Директор рынка, где была эта мозаика, она так и сказала: нам поступило распоряжение от администрации города, согласно которому мы должны были привести территорию рынка в порядок, выдержав единый стиль. Эта старая мозаика в него совершенно не вписывалась. Уж слишком неказисто она выглядела. Панно требуется должной реставрации и ремонт, но на это у нас, к сожалению, нету денег. Если кто-то захочет это сделать и выделить деньги, то мы совсем не против. Поэтому мозаику просто уничтожили. В Петербурге в доме Арнольда на 8-й Советской улице вместо исторических витражей поставили пластиковые стеклопакеты. Старые витражи продали, на их реставрацию у ТСЖ не было денег, поэтому от них избавились, ставили пластиковые окна. В городе Елец Липецкой области была красивейшая кирха. Вот она изображена на дореволюционной открытке. Эта церковь была включена в список исторических объектов города, и в 2009 году она выглядела вот так вот. К тому времени там долгое время размещался бар «Ладья», но кирха, в принципе, была практически в первозданном виде, конечно, требовала ремонта, и вот ремонт начался. Например, в 2010 году поменяли крышу, вот, упростив ее, убрав все лишнее. А вот уже 13-й год, и так бывшая лютеранская церковь выглядит сейчас. Теперь здесь размещается магазин строительных материалов, владельцам которого чиновники разрешили отремонтировать историческое здание, изуродовав его до неузнаваемости. Вот памятник архитектуры. А это Вышний Волочок. Здесь решили отремонтировать историческое здание, вот такой вот евроремонт сделать. А вот уничтожили старинный вокзал в поселке Милославской Рязанской области. Его построили в 1871 году, и сегодня его превратили в уродливый грязный барак. Никто за этот вокзал, за здание, никто не заступился. А это часовня Николая Чудотворца в деревне Осерецкая, около села Рукола в Архангельской области. Она была построена в 1728 году, 300 лет назад, и в 2016 ее решили отреставрировать. Результат вы видите на экране. Подобных историй по всей России сотни. Они происходят в разных городах, больших, маленьких населенных пунктов, во всех регионах нашей огромной страны. Уничтожаются как малозаметные детали, так и целые памятники архитектуры, целые районы исторической застройки. Зачастую этого никто не замечает. Все уже привыкли и никого не возмущает, что сносят памятники архитектуры, что в здании 19 века можно вставить металлические двери, пластиковые окна, что старые фонари от града отправляют на металлолом. Это вообще даже никто не смотрит. Почти всегда это происходит незаметно. Даже в Москве, когда сносят очередное историческое здание, под ковши экскаваторов бросается только горстка активистов-градозащитников, и все. Я снимал множество сносов за последние 10 лет в Москве, и я ни разу не видел какого-то массового возмущения. Ну, сносят очередной исторический дом в центре, ну и хорошо, и ладно. Там какие-то активисты бросаются, ну, на них смотрят как на сумасшедших. Чего там за это старье, там все цепляются. Так вот, от центра Москвы с каждым годом остается все меньше и меньше. А в Москве вообще проблема с исторической застройкой, потому что всю жизнь на протяжении последней сотни лет Москву очень сильно перестраивали. Вы сами знаете, что исторических районов, в отличие от других городов, у нас практически не осталось. Сегодня на всех уровнях отсутствует культура уважения к историческому наследию. Ради личного комфорта люди безвозвратно портят фасады зданий, делают пристройки, вешают блоки кондиционеров, ломая историческую лепнину, меняют окна, двери домов, все, ну, чтобы было комфортнее, чтобы не дуло. Зачем старое окно реставрировать и ремонтировать, когда можно просто пластиковое вставить? Собственники коммерческих помещений прорубают проемы, чтобы вход сделать удобнее и витрину побольше. Ведь в историческом здании, когда его строили, там же не продумали, что теперь будет там кафе или магазин располагаться, не подумали, что им захочется большие окна иметь. При этом полностью меняют архитектуру, внешний вид зданий. Все это ради получения сиюминутной прибыли.
Как это происходит? А все очень просто. Достаточно послушать разговоры чиновников, чтобы понять, какая катастрофа происходит с историческим наследием в нашей стране. Вот лишь один пример. Калуга, 6 марта 2018 года, вот буквально недавно это было. Санируется. Здесь по этой стороне нет. Это нормально, он все, что напротив. Ну да. Диссонирует очень сильно с этой красотой, вот то, что напротив. Это твой муниципальный. Я согласен, но выселение. Выселение надо сделать. Выселение. Программа нужна, Дмитрий Николаевич, она же закончилась. Вы думаете, какой перевес проект, года. под который пройдете? Не получается инвестиционный проект. А если сделать полностью, воссоздать проект, чтобы можно было снести, а потом то же самое сделать? Было бы в 2 раза дешевле. Ну это же можно делать. Но нет, не разрешает. Где памятник? Вот это да, памятник. Здесь все, это улица вот, Воскресенская. Она, да, Кроме фасадов, ничего другого ценности здесь не представляет абсолютно точно. Это все. конечно. Ну, давайте менять правила. Кто это говорил? Мы же там, так сказать, Экспертизу надо. огромное множество. Давайте там, так сказать, да. Вот, Церкви перестраивались. Да. Но взять, допустим, ее, ладно, сейчас же в этом трехмерный можно сделать проект. Что угодно, да. Вот, все это сделать, потом раз, убрать, на этом месте точно то же самое сделать. А если полностью воссоздать объект, чтобы можно было снести, а потом заново построить? Спрашивает губернатор Артамонов. Было бы в 2 раза дешевле, признается застройщик, который тоже был на встрече. Здесь где памятник? Вот это памятник, удивляется Козак, глядя на перекошенную двухэтажку. Вот так и исчезает историческая застройка, так исчезают детали, так исчезает история с улиц наших городов. В этой дружной компании очень не хватает Юрия Михайловича Лужкова. Уж он-то бы поддержал коллег. Если вы помните, Лужков в свое время, он как никто другой преуспел в уничтожении истории Москвы, наводнив ее совершенно неуместными новоделами. Ну, в принципе, он своей позиции никогда и не стеснялся. В московской культуре, говорил Юрий Михайлович Лужков, понятие копии иногда имеет не меньше смысл, чем оригинала. Вот, поэтому военторг снесли, другие здания снесли, наводнив их такими вот пародиями, шаржами на то, что было. 70 лет назад русские города уничтожали немецкие бомбы. А сегодня их уничтожают люди в дорогих костюмах. В то время как англичанин или немец цепляется за каждый сохранившийся камень, а поляки по кусочкам воссоздают стертые войной с лица земли города, мы заводим бульдозеры, чтобы в мирное время, без войны, снести свою историю своими же руками. Господину Артамонову, который позволяет себе употребление слова «пошаманим» в отношении исторического наследия, стоит напомнить, что без подлинности не существует наследия. Замена подлинных зданий новоделами, замена подлинных деталей, оград, вывесок новоделами и пародиями приводит к деградации всей исторической среды города со всеми вытекающими последствиями. Город теряет потенциал развития. Город становится неинтересен туристам, он утрачивает свою идентичность. У нас и так все города не отличить друг от друга. В советское время совершенно по варварским способам все это дело застраивалось. И то немногое, что у нас осталось, сегодня уничтожается. При этом есть и другой опыт. В Лондоне, например, до сих пор около многих дверей стоят скребки для очистки ботинок от грязи и конского навоза. Хотя гужевой транспорт уже давно исчез с лондонских улиц, но эти детали бережно сохраняются. Опять же, в том же Лондоне есть старые столбики, какие-то водокачки, еще какие-то элементы, которые сегодня уже потеряли давно актуальность. Но они стоят, как стояли там 100-200 лет назад, они сохранились. И лондонцы их очень берегут, потому что это часть истории города. И потому что это детали, которые создают ту атмосферу, ради которой мы все любим ездить в Лондон, а некоторые предпочитают переезжать туда жить на ПМЖ из России. В Амстердаме узкие тесные домики, которые в Калуге бы уже давно снесли, построив там, наверное, какие-то модные жилые комплексы. А в Амстердаме вот этот чистокол из знаменитых домиков, который идет вдоль каналов, а сегодня самая дорогая недвижимость. Они стоят миллионы евро, хотя по современным меркам совершенно некомфортное жилье. Я один раз снимал такой дом, когда приезжал, там лестницы деревянные, узкие, там совершенно какая-то нелепая, неудобная планировка, там деревянные перекрытия, все слышно, там все скрипит. Но никому бы в голову не пришло голландцам
даже пластиковые окна туда вставить, не говоря уже о том, чтобы снести их и построить какие-то новоделы с подземными парковками, наверное, более удобные для современной жизни. А в Нью-Йорке ни у кого не поднимается рука убирать старые детали коммуникаций, поэтому в Нью-Йорке можно увидеть какие-то пожарные гидранты, опять же, старые таблички, а ты идешь, и ты вот это вот наслоение различных эпох и культур ты считываешь с города, и это создает ту самую атмосферу. У нас любят говорить, что Россия не Европа, что у нас особый путь, путь, которым сегодня идут многие наши города, это путь никуда, путь в забвение. И мне совершенно непонятно, почему этот путь называют особым. Если еще отдельные памятники архитектуры еще как-то защищаются государством, хотя это не гарантирует их сохранность, то здания, элементы городского дизайна, не попавшие в охранные списки, они сегодня в России, к сожалению, обречены на уничтожение. Поэтому я решил основать фонд, который будет содействовать сохранению и восстановлению российских городов. Фонд будет оказывать адресную помощь собственникам зданий, городским активистам и властям. У фонда будет несколько направлений. Самое главное, мы будем выделять адресные гранты на восстановление исторических элементов городской среды. Зданий целиком или отдельных частей зданий. Это может быть что угодно. Как старая вывеска, так и дверь или лепнина, так и весь фасад и целое здание. Второй немаловажный момент – это юридическая помощь. Фонд будет помогать ставить на защиту исторические объекты, выявлять памятники архитектуры, защищать их, потому что если там в крупных городах есть какие-то сильные сообщества активистов, городозащитников, и они этими вопросами занимаются, то в мелких городах, в регионах просто ни у кого нет возможности этим заниматься. Это стоит денег, нужны хорошие юристы, и многие здания, они просто не ставятся на охрану, их по беспределу сносят, потому что власть чувствует безнаказанность. Поэтому будем оказывать юридическую помощь, чтобы сохранять историческое наследие по всей России, в первую очередь, конечно, в регионах. Третий момент немаловажный – это информационная поддержка. Мы часто встречаемся с вопиющими случаями варварства, и часто это происходит только потому, что у региональных активистов нету голоса. Их никто не слышит, их никто не читает. Я им помогу. Сегодня Варламов.ру одно из самых читаемых СМИ в Рунете, а по городским проблемам и архитектуре, наверное, самое читаемое. Итак, друзья, я представляю вам фонд «Внимание». Более подробную информацию о фонде вы найдете на сайте, ссылка в описании. Там есть про схему работы, про первые проекты, которые мы будем восстанавливать. У нас уже есть там список, и мы собираем на них финансирование. Так что, я думаю, скоро уже будут результаты. Там есть вся информация, как получить грант, как подать заявку, как стать волонтером. В общем, вся необходимая информация, ссылочка в описании. Проходите, изучайте и пишите по любым вопросам. Также просьба подписаться на социальные сети проекта. Они тоже даны в описании, потому что социальные сети сегодня немаловажный инструмент, как раз когда касается сохранения городов, привлечения внимания. Поэтому без медийного ресурса мы ничего с вами не сделаем. Так что обязательно подпишитесь на социальные сети, порекомендуйте их своим друзьям. Все ссылочки в описании. Также на сайте и в описании к этому ролику есть ссылка, где вы можете оформить подписку на ежемесячные платежи, на ежемесячные пожертвования. Даже небольшая сумма, 300-500 рублей, это по московским меркам 2 чашки кофе. Да, это совершенно несущественные деньги. Но эти деньги помогут сделать много хорошего. Мы сможем финансировать проекты, мы сможем восстанавливать объекты, которые просят помощи. Мы сможем финансировать наших юристов. Все финансирование будет прозрачно. Мы за каждую копейку, конечно, будем отчитываться. На сайте будут выходить регулярные отчеты о расходовании денег. Сразу отвечу на вопросы. Да, люди любят потом в комментах эту тему разводить, да, что ты хочешь там заработать, потом будешь на эти деньги летать там бизнес-классом. Друзья, это фонд. Я в этом фонде не зарабатываю ни копейки. У меня нету зарплаты. Все, что я делаю, я вкладываю свое время, я вкладываю свои силы, я вкладываю свои медийные ресурсы, я вкладываю деньги, в том числе свои. Естественно, абсолютно ничего я не получаю взамен. Я не имею в фонде и не буду иметь никакой зарплаты, поэтому все деньги, которые вы жертвуете, они пойдут исключительно на финансирование проектов, которые представлены на сайте фонда, и на оплату работы фонда, юристов, активистов, там, бухгалтерия, все, что нужно, чтобы фонд мог существовать.
все отчеты за каждую копейку, они будут размещены на сайте. Ну, я буду делать регулярные выпуски на YouTube, в том числе о деятельности фонда, делиться нашими успехами, поэтому с отчетами проблем не будет. Пожалуйста, еще раз, очень важно оформить ежемесячное пожертвование, потому что эти ежемесячные пожертвования вам погоду не сделают, но они очень много позволят сделать нам. На сайте фонда есть вся информация о первых проектах. Также уже сегодня вы можете подать заявку на грант. Пока мы только начинаем, и сегодня мы поддерживаем только готовые проекты. Если у вас есть готовый проект и не хватает только финансирования, будем рады вам помочь. В будущем будем помогать на всем пути, от выявления до поиска подрядчиков, поиска там необходимых контактов, реставраторов. Мы наберем, скорее всего, базу людей, кто этим занимается, единомышленников, экспертов. Вот. И будем уже оказывать более комплексную помощь, но это в ближайшем будущем. Сейчас мы только готовым проектам выделяем гранты, поэтому если у вас есть назрела необходимость в финансировании, пишите на почту, присылайте, что у вас случилось, что нужно поддержать. У нас есть экспертный совет, рассмотрим все заявки, и те заявки, которые посчитаем правильными, хорошими, мы вывесим на сайт и будем на них собирать финансирование. Сейчас мы только открылись. Поэтому пока мы оказываем помощь только готовым проектам. В будущем мы будем сопровождать на всем пути от поиска подрядчиков до привлечения каких-то специалистов. У нас наберется база из реставраторов, из подрядчиков, кто готов заниматься там восстановлением, будем консультировать, но пока только готовые проекты. Поэтому присылайте, у нас есть экспертный совет, информация тоже на сайте, будем одобрять заявки, выделять финансирование и, конечно, делиться об успехах. Также мы рады любому сотрудничеству, если вы занимаетесь сохранением исторического наследия, если ваша компания может как-то помочь в этом, если вы работаете в этой сфере. В общем, рады будем любой помощи, поэтому пишите, предлагайте, говорите ваши мысли. Сейчас очень важна ваша обратная связь и ваша поддержка. Поэтому, еще раз, в описании все ссылочки, не забудьте оформить ежемесячное пожертвование. Поделитесь, пожалуйста, этим роликом, поделитесь ссылкой на сайт, покажите это друзьям, покажите это своим родственникам, знакомым. Чем больше людей об этом узнает, тем активнее мы сможем начать работу. А я дальше продолжу вас информировать о том, как работает фонд. Всем пока, не забудьте поставить лайк этому видео, поделиться им и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали.